Привет всем, друзья! Индийский святой Саи Баба получил призвание и звание чудотворца еще при жизни. На канале есть много видео о потрясающих людях и их пророчествах, но то, что делал Сатья Саи Баба, не смог повторить никто. Миллионы, приходя на встречу с гуру, не могли поверить своим глазам, считая, что чудеса эти рукотворны и есть не более чем обычные фокусы. Иначе как объяснить материализацию предметов наяву, буквально из воздуха? Причем предметов не потерянных недавно, а настоящих древних документов, писем и вещей, которые считались или пропавшими, или уничтоженными. Советский ученый и физик Айтуган Усманов на своих лекциях рассказывал о потрясающей встрече со святым, который поразил его своими невероятными способностями. На сеансе он материализовал бесценные фронтовые письма времен Великой Отечественной войны, что содержали переписку ученого с близкими. После пожара они были утеряны, но вдруг на глазах у тысяч людей появились, будто из воздуха, на столе индийского святого. И это всего лишь один случай из тысяч подобных, в которые сложно поверить. Его дар исследовали лучшие умы со всех уголков земного шара, но никто до сих пор не смог разгадать тайну способностей Сатьи, как и то, почему его руки мгновенно избавляли людей от недугов. Особо чувствительные видели свет, исходивший прямо из ладоней гуру. Буквально из воздуха он извлекал нечто похожее на песок, и если это вещество попадало на пораженные участки тела, раны затягивались на глазах, слепые начинали видеть, а парализованные вставали, прикоснувшись к ногам индийского чудотворца. Люди верят, что Сатья мог материализовать любые предметы и предвидеть будущее. В 2011 году учителя не стало, но многие до сих пор отказываются принимать уход своего наставника, обожествляют его и считают, что дух лишь временно оставил землю, переродившись в другое тело. Целые группы последователей Сатьи инициировали поиски избранного, в котором они вновь узнают своего учителя. И хотя для многих европейцев эта история кажется достаточно странной, многие предсказания индийского гуру уже сбылись. Он предвидел вторжение в португальскую колонию Гоа, что случилось в 1955 году, захват индийских полицейских китайцами, скорую кончину Джавахарлала Неру, что был премьер-министром Индии. Сатья предвидел гибель Индиры Ганди и впервые рассказал о 3 сикхах, которых приговорят за это к высшей мере наказания. Сатья предвидел распад Союза и тяжелые мировые события, что случатся после. Сегодня же мы решили озвучить пророчество гуру на будущее. Оно уже становится настоящим, и поэтому вам наверняка будет интересно узнать, что ждет человечество впереди. Сатья Баба рассказал во всех подробностях. Перед тем, как оставить тело в 2011 году, он дал наставление своим ученикам и объявил, что всего через 8 лет его духу вновь придется воплотиться на земле, так как с 2019 года миру будет особенно необходима поддержка духовно просвещенных. Силы зла будут выходить из-под контроля. Их влияние на мир будет много больше, чем у сил добра. Как по часам сбылось предсказание гуру о череде болезней, что с конца 2019 года начнут свой марш по планете. К сожалению, Сатья имел в виду не один недуг, а множество, идущих один за другим. Это время – начало чрезвычайно серьезных событий на Земле, событий грандиозных масштабов, а не временных неурядиц. Вот что сказал гуру. Впереди болезни и катастрофы, которые невозможно предотвратить ничем, кроме изменения энергии Земли. Предвидя свой скорый уход, Саи давал наставления ученикам до времени своего следующего воплощения. Он говорил об очищении духа и медитации, строгом посте и терпеливом ожидании, ведь события ближайших лет мало кого пощадят. Саи утверждал также, что через свое следующее воплощение он сможет повлиять на грядущие события, минимизировать их последствия. К сожалению, даже в этом случае не избежать серьезных потерь. Масштабы можно оценить одной лишь фразой гуру, что стало ответом на вопрос о будущем в 2010 году. Через 10 лет нужно будет уезжать из городов. Пройдет еще несколько лет и будут вывозить в серых ящиках.
Что имел в виду Баба и относится ли это предсказание к людям, можно только предполагать. Но если да, то ясно одно – ни о каких серых ящиках не может идти речи, если человек живой и здоровый. Не надо быть математиком, чтобы рассчитать первую дату из предсказаний – 2020 год, в который Саи предлагает уезжать за город или куда подальше. После должно пройти еще несколько лет. И вот мы на пороге 2022 года. Осталось разобраться, какие события конкретно предвидел индийский гуру. Далее мы собрали и систематизировали большинство пророчеств о будущем, произнесенных Сатией в разное время, в период с 1951 года и заканчивая 2011. Итак, Сати Баба говорил, что смена положения оси Земли станет одной из ее последующих реакций на то, как невежественно человек обращается с природой. Последствиями будут наводнения, землетрясения, изменение погоды и даже исчезновение континентов. В первую очередь пострадают очаги распространения негативных энергий. 70% суши США не станет уже к середине 21 века. Она просто исчезнет под водой, и произойдет это очень быстро и без возможности предотвращения. Сильные негативные энергии материализуются и должны найти выход. Несмотря на все вышесказанное, гуру не видел в будущем никакой ядерной войны. Но мир окажется в условиях, когда от исчезновения ядерного боезапаса будет зависеть вся оставшаяся жизнь. Тогда же будет принято решение уничтожить угрозу для человечества. Это предсказание наверняка связано с несколькими неделями чудовищной жары, которые пророчил Сатья. Он говорил, что в это время выйдут из строя многие предприятия, будут возникать пожары и другие опасности. Причиной жары может стать также новая звезда, что возникнет в марте. Год назван не был. В период жары важно оставаться спокойным и знать, что это не навсегда. На европейский континент упадут кометы и астероиды. Звезда спустя неделю отдалится от Земли, но последствия сближения будут очень сложно преодолимы. Реки выйдут из берегов, некоторые озера исчезнут, океаны, острова, прибрежные территории примут иные виды и расположения. Старая карта Земли войдет в историю, по ней нельзя будет ориентироваться. Конкретно Англия, Уэльс и Шотландия полностью уйдут под воду. Осенью поведением старца исчезнут Южная Африка, Сингапур, Шри-Ланка и Сан-Франциско. Острова Чагас исчезнут зимой. Россию ожидает следующее. 75% земель сохранятся нетронутыми, остальная территория видоизменится из-за климатических происшествий. Русских он называл счастливыми. Те, кто приезжали к нему, искали утешения в насущных проблемах, но, по словам Сати, все проблемы меркнут перед тем, что еще предстоит пережить на земле. «Бог в вашей душе, Он вас хранит», — говорил Сати паломникам из России. «Вы скоро увидите, насколько Его любовь к вам сильна». Далее о будущем мусульманских стран. Для отражения нападения других стран они будут сжигать свои запасы нефти. Обстановка в мире будет настолько серьезной, что дипломатия отойдет на второй план. Никто не захочет решать вопросы цивилизованно. Не будет доверия между людьми, между лидерами стран образуется пропасть. Половина Китая окажется в положении, когда людей нужно будет срочно переселять на другие территории. Китай попросит помощи у России. Миллионы китайцев устремятся в Сибирь. Индию разрушат войной, и есть лишь 4 условия, при которых этого можно избежать. Это 4 главные принципа качеств истины, что формируют пространство вокруг. Согласно им, надо искренне дарить и получать любовь, сохранять истинность эмоций и мыслей, соблюдая закон правды, долг праведности слов и поступков, быть устойчивым в эмоциях, в мыслях, в словах и в поступках. Чтобы минимизировать влияние отрицательной энергии на себя и близких, нужно абстрагироваться от воздействия неверных мыслей и эмоций, быть миролюбивым и кротким, не причинять вреда никому, не желать и не делать зла даже в мыслях, и научиться принимать жизнь не только материальную, но и духовную, отойти от материальных целей, развивать духовную составляющую, заботиться о чистоте мыслей, чувств и поступков. Вселенная отреагирует немедленно, даже если вы лишь задумались над совершенствованием своей духовной составляющей. Сати утверждал, что целых 70% от всего населения Земли находится в чрезвычайном положении. Настанет день, и на улицах городов уже не будет машин. Люди вновь займутся охотой, как в древние времена.
Безопасными гуру называл Сибирь, Австралию, Новую Зеландию, Южную Индию, Индонезию и Африку. Видимо, туда и надо стремиться из городов. В океанах появится новая суша. Она будет вместо той, что поглотит вода. Из океанских глубин появятся новые организмы, новые виды животных и растений адаптируются к жизни на новой земле. Божественное сознание сохранит праведных, а грешники будут очищены, сказал Сатья. А вы что думаете о предсказаниях индийского гуру и святого Сатьи? Что имел в виду пророк, когда говорил о будущем и серых ящиках? Или все это лишь фантазии и не более, а наш мир будет развиваться как обычно, и ничего такого не произойдет? Давайте обсудим в комментариях, и если было интересно, не пожалейте лайк, подписывайтесь и переходите на наш официальный сайт. Там много статей и роликов о будущем. Спасибо за просмотр. До новых встреч!